Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В этом видео я хочу поработать с системой подсказок, именно полноэкранных подсказок, которые появляются на весь экран, ставят игру на паузу и знакомят игрока с геймплеем. Это касается таких подсказок, которые нельзя уместить в одну небольшую строку, например, как достать фонарик, там бег, прыжок и так далее. Для начала давайте коротко покажу то, что не вошло в видео, что я сделал за кадром. На самом деле сделал много всего по чуть-чуть. Во-первых, это я разбил точнее уровень на подуровни по этажам. То есть у меня тут есть отдельно первый этаж, я могу его выключить полностью. Вот, карта практически пустая. Отдельно подуровень с текстовыми значками, которые я впоследствии заменю на нормальные меши. Отдельно подуровень со звуками. Отдельно подуровень с постпроцессом. Я решил постпроцесс закидывать в стриминг уровни. Для чего я это все сделал? Для того, чтобы подготовиться к выпуску демки. Так как я не хочу дублировать уровни и делать двойную работу, я все это раскидал по подуровням, а в демо-версию я включу просто те уровни, которые должны в нее войти. Например, второй этаж. Там, конечно, будет, потому что пока что на данном этапе разработки пол второго этажа является крышей первого, поэтому если я уберу второй этаж, то просто первый этаж будет без крыши. Конечно, я это исправлю, то есть для того, чтобы у нас потом не подгружались в память меши второго этажа во время бега по первому, то, конечно, нужно будет их разделить. Так, это первое. То есть если я раскрою вот эти папки, у меня отдельно под папки с зонами, то есть центральная зона, восточное, западное крыло, северное и так далее. То есть я их могу также отдельно включать и выключать. И каждая зона отдельно еще поделена на подуровни статичные и динамические. Статичный подуровень — это те, в которых ничего абсолютно меняться не будет во время геймплея. То есть это стены, пол, потолок, что еще? Так, меши, да, мебель и так далее. И есть отдельные подуровни Interaction для каждой зоны. В них находятся уже предметы, акторы, с которыми можем взаимодействовать. Это лут, сейф, и так далее. Да? Далее, что еще? Доработана анимация перепрыгивания через препятствия, которые я делал в прошлом видео. Давайте я отсюда начну. То есть я подхожу, давайте я буду смотреть вниз, нажимаем F, вот идет прыжок. Возможно, вы видели, да, на обложке в предыдущем видео, то есть это и есть тот самый прыжок. Эту анимацию я достал из проекта от эпиков, Game Animation Sample вроде называется. То есть я достал оттуда просто анимацию, перекинул в свой проект и сделал ретаргет на стандартный манекен сначала, на всякий случай, а потом уже перекинул на игровых персонажей MetaHuman. Кстати, вот они, персонажи MetaHuman. Они являются дочерними к этому классу. Тут есть мужской и женский персонаж. Планируется сделать так, чтобы можно было их выбирать в самом начале игры. Пока еще не решил, будет ли отличаться сюжет, в зависимости от того, кого игрок выберет. Либо это будет просто полная копия сюжета, но просто будут меняться местами имена, и так далее. Далее, немножко поработал со звуками, возможно, слышали. Давайте я включу сейчас, запущу игру. Так. То есть вот такой фоновый звук, он и был изначально, но также появились еще фоновый звук в определенных местах. То есть если я захожу в эту зону, например, здесь появляется другой фоновый звук. И если я выхожу отсюда, то он исчезает. То есть этот звук будет играть в определенных локациях. Также тут заметили, наверное, что активировался квест, который, скорее всего, будет в демке. Вот он во вкладке квестов находится. Смотреть восточное крыло. Добавил в виджеты заглушки для пустых виджетов. То есть, если нет пока никаких предметов в инвентаре, то не будет появляться пустая сетка пока что, а будет просто вот такая заглушка. Нет предметов, нет квестов, нет предметов. Квест уже есть, поэтому он отображается. Если бы я открыл этот виджет до
получения квеста, то здесь тоже было бы написано, что квестов пока нет. Документов нет. Карта. В карте добавил поддержку перемещения мышкой, то есть я могу вот так вот зажать мышь и двигать ее. И точно так же есть поддержка теперь геймпада. Так, у меня открылся Steam. Автоматически меняются подсказки. То есть я взял в руки джойстик, геймпад. У меня, во-первых, поменялись подсказки внизу. Во-вторых, правым стиком я могу масштабировать, а левым перемещаться по карте. Ну, это пока что базовая такая механика. Ну и также поменялись подсказки абсолютно во всех виджетах. Видите, да, что они тут меняются на паузе. Единственное, что, конечно, вот тут немножко съехали подсказки с навигацией. Ну, это не проблема исправить. Так, далее. Добавил еще систему подсказок при поднятии предметов. То есть это будут те подсказки, которые будут появляться один раз во время игры, в самом начале, когда мы впервые делаем какое-то действие. Например, если я поднимаю фотоаппарат, у меня появляется подсказка о том, что нужно нажать стрелку вверх, чтобы достать камеру. Она будет висеть, пока я этого не сделаю. Я нажимаю вверх, достали камеру, подсказка исчезла. Также я поднимаю фонарик, появляется подсказка, как включить фонарик. Ну и так далее. То есть это реализовано через Enum, то есть я создал нумератор для таких подсказок. И в момент, когда я поднимаю, например, фонарик, я отправляю сообщение о том, что нашему HUD виджету, о том, что нужно показать подсказку, передаю туда Enum, а он в свою очередь из таблицы вытаскивает прикрепленную клавишу к этому действию и вытаскивает из нее текстуру и показывает здесь внизу. Также вот здесь аптечка, поднимаем аптечку, появляется подсказка, квадратик, использовать аптечку. Нажимаем квадратик, вот мы аптечку использовали, подсказка исчезла. Так, далее. И в этом видео как раз я хочу теперь сделать подсказки уже полноэкранные, то есть когда у нас появляется большой какой-то виджет с подсказкой, может быть даже с какой-то картинкой, и где будет уже полноценный какой-то текст. Например, о том, что предупреждение о том, что фонарик, например, у нас разряжается. Кстати, вот тоже есть, если я сейчас включу фонарик, постою, через какое-то время он у нас выключится, и появится подсказка о том, что нужно найти батарейку. Все, как мы видим, персонаж держит в руке фонарик, но света от него нет. То есть я могу его доставать, убирать, но свет от него не идет, потому что он разряжен. Ну и каждый раз, когда, получается, я достаю фонарик разряженный, будет эта подсказка. Она через какое-то время исчезает. По задумке здесь, конечно, будет еще аудиофайл, но пока аудиофайл я не подготовил, поэтому пока что просто текст. Так, что еще сделано? Небольшие изменения в мешах. Немножко переделал лестницу, пока тоже до сих пор еще черновой вариант. Далее, в ROM-констракторе добавлена поддержка не второго этажа, а отверстий в полу. То есть теперь смотрите, если я выделю этот меш, у меня, точнее не меш, этот актор, это один актор, но в нем есть заложенные настройки уже о том, что нужно ли мне здесь сделать дырку в полу. Отдельная категория переменных здесь, то есть вот галочка has floor hole, то есть есть ли дырка в полу. Если я ее уберу, то она исчезает, и у нас тут сплошной монолитный пол получается. Если я ставлю обратно галочку, то появляется отверстие, и я могу его двигать и масштабировать. То есть я могу его сделать побольше, поменьше и так далее. Обратите внимание, что материал, ну, здесь пока что он немножко не совсем настроен, потому что я пока еще не разобрался с формулой, как правильно высчитать смещение через параметры материала. Но у обычных акторов, у которых нет дырки в полу, создается просто один большой меш пола на всю площадь комнаты. Задается offset, scale материала, и как видите, что текстура получается бесшовная. Это мегаскановская текстура. Пока что такая вот. То есть мы видим, что везде она здесь бесшовно переходит друг к другу. Ну и, соответственно, это все переведено на инстансы, instance static mesh. То есть если я сейчас открою режим просмотра
инстансов у Static Mesh, то мы видим, что это все, что окрашено одним цветом, это по сути один инстанс Static Mesh. То есть у пола, соответственно, это всего один mesh. Стены мы видим, что те, которые повторяются, они одного цвета, это значит, что это все один hierarchical static instance static mesh, по-моему, как-то так расшифровывается. То есть это один компонент, но у него есть два инстанса. Точно так же у нас есть, скорее всего, так, не могу понять, вот это два, это один компонент или это два, ну да ладно. То есть мы видим, что которые одинаковые участки, они совмещаются в один компонент, чтобы уменьшить количество дроу-коллов. Ну, соответственно, чтобы снизить нагрузку, да, на компьютер. Так, ну и в целом, так, что еще у нас тут есть? Так, звуки показал. Немножко эффектов Ниагара закинул, таких базовых, проверить. Так, ну в целом, что еще можно показать? Ну, скорее всего, все. Для демки я это крыло заблокировал, то есть я поставил здесь решетку и замок такой, который невозможно открыть. То есть у него нет правильного кода, соответственно, открыть его нельзя будет. Ну и давайте начнем с подсказок. Начнем работу. Так, скорее всего, подсказки будут появляться у нас в нашем HUD виджете. Давайте я его открою. Откроем WBP HUD. То есть тут у нас есть уже, это мои индикаторы здоровья и здравомыслия тестовые. В финальной игре их не будет, это только для того, чтобы отслеживать, правильно ли работают механики. Так, здесь у нас идет реплика персонажа. Если я подаю сюда команду о том, что персонаж должен что-то сказать, по типу того, как он только что говорил, что нужно найти батарейки. Это подсказка геймплейная, то есть поднять фонарик, достать фонарик, прыжок, бег и так далее. Это мой счетчик FPS. Здесь будет предупреждение, не предупреждение, а уведомление о том, когда мы будем поднимать какой-то предмет, тут будет появляться его название и количество. Ну и здесь название, анимация квестов, новой цели, старой цели выполненной и так далее. Ну и, соответственно, здесь я создам еще один виджет. Я просто создам, скорее всего, дочерний виджет, а здесь его буду просто показывать при необходимости. Так, ищем user interface, виджет blueprint и назовем его WBP. Давайте назовем его tutorial, да? Потому что это будет, по сути, обучение игроку. Обучение игрока. Так, анимации я пока что в нем выключаю, поэтому я отключу ему тик сразу. Далее сразу закидываем Canvas Panel. Он будет растянут на весь экран. И по центру будет какая-то картинка и текст, да? Так что давайте сделаем Vertical Box пока что. Сделаем его также по всему экрану пока что. Ну и потом, скорее всего, просто отступы зададим. Так, давайте image закинем на этот Vertical Box. И... Хотя, скорее всего, не на весь экран будем делать, а по центру. Так, и текстовый блок, да? Текстовый блок. Так что давайте сделаем Vertical Box сразу по центру. Сделаем Size to Content. И отступы по 0.5, чтобы он был строго по центру экрана. Так, теперь... И далее внизу, то есть будет здесь картинка какая-то, потом будет текст, и внизу будет просто подсказка о том, что нужно нажать какую-то кнопку, чтобы закрыть. Для этого у меня уже есть... Так, дочерний виджет. Это WBP Navigation Hint, по-моему, так называется у нас, да. То есть я могу здесь настроить сразу действия. Так, где у нас действия? Action Confirm, подтвердить, да. И давайте вот так напишем ОК. И в зависимости от того, будет играть игрок на клавиатуре, либо на геймпаде, эта текстура у нас будет автоматически подтягиваться. То есть я могу здесь выбрать разные действия, и она будет автоматически меняться. Так, пусть будет confirm, подтверждение, да? Окей. Так, и теперь получается, какой текст?
Текст, скорее всего, чтобы мне вручную не писать, скорее всего, это тоже будет либо какие-то дата-ассеты, да, скорее всего. Ну, пока для теста давайте сделаем обычный текст какой-нибудь. Давайте напишем что-нибудь. Так, давайте я сначала цвет поменяю. Так, так уж я привык, что здесь большая часть текста в моих виджетах имеет вот такой цвет по 0.2. Можно убрать жирность, чтобы это был не жирный шрифт, а обычный. И давайте что-нибудь напишем здесь. Давайте. Пока я буду писать по-русски, потому что долго еще буду переводить. Конечно, это все нужно потом будет перевести на английский и через локализацию добавлять перевод на другие языки. Так, давайте, допустим, я создам подсказку для фонарика о том, что он, что он имеет ограниченный запас энергии, или, как сказать, лучше написать. Давайте я так напишу. Фонарик. Так, давайте буду писать фонарик. Поможет так, ориентироваться в темноте, но необходимо следить за уровнем заряда батареи. Потом нажимаем Shift-Enter, чтобы добавить переход на следующую строчку. И еще раз, чтобы получился следующий абзац. Давайте еще напишем подсказку. Ищите батарейки. Так. Ну, давайте я напишу просто так в разных частях. Ну, пока так, да. Ну, не знаю, это, конечно, еще потом доработаем. Окей. Вот так. Теперь, получается, мы сделаем здесь еще ему автоперенос. И теперь давайте я его сделаю, оберну все-таки в size content. Vertical box обернем в size content. Хотя можно, в принципе, не... Ну, давайте вот так сделаем лучше. Текст обернем size box. Так. Ему переопределим ширину. Давайте поставим так, 500. Давайте 1000. Как будто сильно растянуто. Давайте 800 сделаем. Так, ну и image тоже давайте пока для теста обернем в sizebox тоже. И ему переопределим уже высоту. Пускай высота будет, ну, примерно вот такая, да? Скомпилируем. Ну и можно теперь добавить еще на задний фон размытие. Закидываем на Canvas Panel. Растягиваем на весь экран и перенесем его в начало, чтобы он был на заднем фоне. Так, и ему поменяем теперь силу размытия. Ну, давайте пока 50 поставим, посмотрим, как это будет выглядеть. Compile. Так, и получается здесь мы его делаем по центру. Вот так. Можно отступы добавить, конечно же. Так, отступы давайте сделаем здесь, допустим, 20. Можно даже 50 сделать. Так, можно сделать еще это все небольшую рамку, обернуть. Так, vertical box можно обернуть border. Так, border делаем, чтобы он отрисовывался как квадрат. Так, tint ставим прозрачный. Так, и здесь ставим толщину, допустим, 2. И цвет давайте поставим тоже по 0.2. Вот такая рамка получается у нас. И теперь зададим отступы. Давайте по 20 с каждой стороны. Так, пока что я не вижу никакой рамки. Так, давайте смотреть. Скорее всего, я здесь прозрачный, да, забыл.
убрать. Да, вот такая вот рамка получается. Можно сделать еще... Так, можно небольшой отступ сделать. Так, Tab, скорее всего, здесь не работает. Shift Tab. Нет, не работает. Ну, давайте тогда просто пробелами. 3 пробела здесь и 3 пробела здесь. Так, теперь можно сделать еще какую-нибудь линию и разместить ее над кнопкой навигации. Вот сюда. Так, цвет и давайте такой же сделаем, как тут. Скопируем просто отсюда. Вставим сюда. И высоту сделаем... Так, где у нас тут высота? Так, теперь нужно сделать отступы. Так, здесь у нас отступ 50. И здесь можно тоже сделать такой же. Так. Можно даже чуть-чуть поменьше сделать отступы. Давайте сделаем по 30. Тут 30. И тут 30. Ну и тут, конечно, тоже небольшой отступ нужно добавить. Так. Вот такая вот получается небольшая подсказка. Теперь давайте я просто закину ее сюда. На наш Canvas Panel. WBP Tutorial. Закидываем на Canvas Panel. Растягиваем на весь экран. И по умолчанию будем ее скрывать, чтобы ее было не видно. Так, давайте я сразу ее поставлю здесь. Visibility. Так, пока не хочет скрываться. Ну ладно. Потом еще решим, как ее скрывать. Так, ну и теперь давайте создадим кастомные ивенты. Так, давайте здесь создадим кастомный ивент. Назовем его Show Tutorial. Мы будем показывать наш этот виджет. Будем вызывать ему просто set visibility. Будем показывать visible. И еще одно создаем кастомное событие, которое будет прятать этот виджет. Будем ставить ему collapsed. Сразу закомментируем, чтобы потом не искать, где что у нас находится. Так, ну и на констракте будем прятать этот виджет. Так, прячем. Теперь, получается, сразу здесь настроим, как мы будем прятать. То есть при нажатии на определенную кнопку будем прятать этот виджет. Хотя давайте сначала научимся его показывать. Так, давайте... Откуда мы будем его вызывать? То есть, по-хорошему, эти подсказки должны будут появляться либо при взаимодействии с каким-то триггером, либо при взаимодействии с каким-то предметом, да, когда мы будем его поднимать. Ну, давайте пока что из персонажа будем вызывать. Так, находим нашего персонажа. И так, получается, давайте отдельно создадим. Хотя нет, зачем отдельный граф? То есть мы будем, когда поднимать предмет, ищем наш граф Interaction. Он у нас где-то здесь. Вот, то есть, смотрите, когда мы находим квестовый предмет, то есть тут идет проверка на то, что является ли этот предмет фонариком, либо камерой. То есть для того, чтобы текстом не писать, чтобы не было вероятности опечататься, я это решил сделать в виде переменных. Соответственно, теперь, если мы берем фонарик, то, во-первых, мы ставим переменную, что у персонажа есть фонарик. Далее мы отправляем хаду сообщение show gameplay hint, который я уже показывал. То есть здесь я выбираю список
из списка подсказок, какую именно подсказку показать, и текст подсказки. Далее ставится уровень заряда батарейки фонарику. И теперь отдельно еще можно хаду отправить сообщение, предварительно перед этим отправить сообщение сначала о том, что нужно показать полноэкранную вот эту большую подсказку. Поэтому давайте отсюда вызовем show tutorial. Так. Нет, не отсюда, а из HUD виджета у нас. Show tutorial. А потом уже будет появляться обычная подсказка. Но перед этим нужно будет заблокировать, конечно же, управление игроку. То есть вызвать у него, поставить просто игру на паузу, да. Давайте это все отодвину. Так, вызываем player controller. И ставим режим ввода UI only. UI only. Далее виджет подаем именно наш вот этот HUD виджет. Давайте я вот так пониже все опущу немножко. То есть, чтобы управление перехватило наш виджет, соответственно, чтобы игрок не мог ходить, бегать, прыгать и так далее. Ну и также ставим еще игру на паузу. Так. Так, и ставим set game paused. Так. То есть теперь получается, когда я подниму фонарик, у меня появится этот виджет, и пока что все на этом. Все, то есть я теперь ничего не могу сделать, не пойти никуда. То есть мышку, конечно, тут тоже видно где-то, но она мелькает только по краям экрана, потому что я не ставил show mouse cursor. Хорошо. Теперь как выйти из этого режима? Как выйти из этого режима? То есть здесь мы будем отслеживать нажатие клавиш. Так. Это у нас не та, это геймплейные подсказки. Так, нам нужно переопределить здесь функцию onPreview и down, то есть при нажатии на клавишу. Я не буду использовать свой массив. Вот этот, не массив, точнее, а macro function library, потому что он раздут, он перехватывает много нажатий разных. Здесь нам достаточно будет только одну кнопку отсюда перехватить. Я просто отсюда скопирую. Так, мне нужно вот эти ноды, то есть получить клавишу, которая привязана к действию взаимодействия либо подтверждения. Вот эта нода нужна, вот это, вот это. Ну, пока вроде как все. Так, давайте я просто скопирую сюда все. Ставлю. Так. То есть, что мы берем? Мы берем наш key event. Вытягиваем из него get key. И сравниваем. То есть потом дополнительно из player контроллера вытаскиваем enhanced input local player subsystem. Вытаскиваем из него ключи, которые привязаны к определенному действию. В нашем случае это будет действие. Давайте, чтобы дополнительный контекст не подключать, это будет клавиша взаимодействия. Вот так это будет делаться у нас. И теперь, если в этом массиве кнопок будет находиться эта кнопка, которую мы нажали, а именно Enter, либо крестик, то тогда мы будем вызывать событие hide tutorial. И возвращать unhandle. Вот так. Соответственно, теперь в hide tutorial нам нужно вернуть input mode на game only, чтобы игрок мог дальше играть.
И вызываем set game paused false. То есть мы снимаем игру с паузы. Давайте попробуем. Подходим к фонарику. Берем фонарик. Появилась подсказка. Я нажимаю Enter. Ничего не произошло. Так, скорее всего... где-то... Так, ну давайте попробуем следить сначала вообще, перехватывает ли HUD события ввода. Не перехватывает. Скорее всего, я забыл поставить ему одну переменную. Параметр focusable. Да, чтобы он мог перехватывать события ввода. Так, теперь мы идем. Я привязал клавишу именно взаимодействия, поэтому будет работать именно она сейчас. Нажимаем F, и все вернулось, и появилась геймплейная подсказка. То есть нужно будет сделать, скорее всего, не эту клавишу, а Enter все-таки, да? Так, давайте сделаем вот так. Confirm. Но эта клавиша у нас находится в другом mapping контексте, не в дефолтном, а в меню. Она у нас подключается к игроку только тогда, когда открывается виджет инвентаря, паузы и так далее. То есть мне нужно либо его включать будет при показе этих подсказок, либо просто сюда добавить еще одну клавишу, такую же, confirm, да? Ну, в целом, правильнее, наверное, будет не смешивать эти два mapping контекста. Так, давайте попробуем. Я посмотрю, как я здесь сделал. Откроем граф инвентаря, допустим, или чего у нас еще тут есть. Скорее всего, он у нас находится в контроллере. Так, ну, допустим, даже вот граф паузы, да? То есть мы здесь добавляем mapping контекст, вот этот. Давайте я его просто скопирую также, да? Отсюда. Так, ссылка здесь. Таргет должен подключиться player контроллер. А из него уже вытаскивать Enhanced Input Local Player Subsystem. То есть здесь мы будем добавлять ему mapping контекст, а здесь мы будем его удалять. То есть теперь все будет работать, скорее всего. Теперь, когда мы здесь будем выходить, соответственно, нужно будет удалять из него. Mapping контекст. Что-то другое нужно подключить сюда, да? Ну, точно так же, как здесь. Вот. И теперь должно все работать правильно. То есть теперь я включаю нужный mapping контекст, нажимаю Enter, подсказка исчезает, и мы продолжаем игру. Заставим фонарик, и все работает. Ну и теперь осталось только научить, так, контроллер можно закрывать, научить виджет понимать, какую именно подсказку показывать. Соответственно, нужно создать, скорее всего, enum. У меня он будет просто в виде списка. Либо даже можно сделать data asset. Ну, либо через таблицу, может быть, data table, да? Проще, скорее всего, будет через data table работать. Но если вы обращаться к data table, нам нужно будет искать можно, в принципе,
даже без дата-ассетов создать здесь просто словарь. Ну и, соответственно, нужно будет enum создать еще. Так, давайте тогда здесь создадим нумерацию. enum tutorial. То есть тут будет храниться список всех возможных подсказок. Именно таких полноэкранных. Допустим, это будет первое у нас будет фонарик, да, допустим, следующее будет подсказка о камере, что можно, например, ослеплять врагов будет и так далее, да. А теперь наш WBP HUD будет принимать в это событие enum, то есть какой именно подсказку показать. Enum tutorial. Так, ну так и напишем tutorial. Соответственно, он будет потом обращаться к словарю. То есть мы создаем здесь переменную типа словарь. Назовем ее tutorial to давайте просто tutorial map напишем. Это будет enum tutorials. И это будет у нас тип словарь. То есть ключ будет этот enum, а на выходе будет у нас определенная структура. Она будет хранить в себе картинку и текст. Назовем ее structure tutorial. Задаем здесь картинку и текст. Так, картинка это у нас будет texture 2D, а текст это у нас текст. В настройках ставим, что это многострочный может быть текст, поэтому чтобы можно было делать переносы. И, соответственно, теперь здесь в типе указываем, что это у нас структура structure tutorial. Компилируем. Теперь, перед тем, как показать наш виджет, мы сначала будем задавать ему определенные настройки. То есть мы будем менять картинку у этого имиджа. Точнее, не у этого, ну да, у этого имиджа. То есть мы берем WP tutorial. Так, как называется у нас тут image? Image 46. Давайте его так и назовем. Image tutorial. Чтобы потом не путаться. Отсюда вытаскиваем image tutorial. И вызываем у него setBrush from texture. Так. Далее. Далее также нужно будет обновить текст. Текст подсказки. Соответственно, также назовем его, давайте, TextBlock Tutorial. И сделаем переменной. И теперь также вытягиваем отсюда наш текст-блок. И ему задаем текст. И только потом мы уже показываем этот виджет на экране. И теперь осталось только достать эти данные. Соответственно, данные мы будем доставать из нашей переменной типа map, которую мы только что создали, tutorial map. Из него вытягиваем ноду find и подаем именно нашу вот эту подсказку. И в том случае, если она найдена, мы будем ее показывать, то есть через branch. Если она найдена, то мы подаем здесь, делаем split struct spin и struct pin, точнее, сюда подаем картинку, а сюда подаем текст. Вот так вот мы сделали. Так, теперь получается останется только базовые вот эти текст. Давайте внесем переменную сюда. Давайте создадим один ключ. Flashlight. Текст сюда вставляем.
Компилируем. Ну и давайте теперь попробуем создать еще один. Кстати, вот одна неприятная особенность работы со словарями в том, что, ну, понятное дело, что ключи не могут повторяться, но смотрите, когда у меня есть тут базовый какой-то, точнее, у меня есть enum тут, да, если я выбираю первый из списка, заполняю все данные, потом пытаюсь создать новый ключ, то он не дает мне, потому что говорит, что он пытается создать ключ такой же, с таким же значением, и пишет, что он уже есть в словаре, поэтому добавить его не может. Соответственно, я не могу добавить новый, не знаю, как это правильно сделать, потому что мне приходится делать это вот так. То есть мне приходится просто менять здесь время назначения на вот это, на не то, которое по умолчанию, да. Потом я создаю новый, создается вот этот. То есть я потом просто все копирую отсюда, а здесь меняю. И только так получается работать со словарями. Не совсем удобно, но может быть я просто не знаю чего-то. Но пока что так. То есть теперь осталось только придумать подсказку для камеры. Так, давайте напишем для нее и протестируем. Так, камера поможет временно обезвредить врагов, а также проявить скрытые предметы. Ну, допустим, так, да? Делаем 2 отступа. Так, и что-нибудь насчет перезарядки, да? Напишем: для работы фотоаппарата необходима фотопленка. Ищите ее. Где ее искать? Ну, где-нибудь. Просто давайте напишем: ищите ее. Я пока еще не придумал, что написать. Но давайте пока так сделаем. И теперь давайте у игрока, когда мы здесь добавляем ему, вызываем эту подсказку, то можно точно такую же сделать и для камеры. Так, где у нас камера? Вот. Далеко ходить не надо здесь. Можно даже это, конечно, в отдельное событие внести, да? Давайте отдельное событие создадим. Кастомный event. Show tutorial. Tutorial. Input у него будет enum. Так, и будем вызывать это событие. Так, где у нас graph interact? Ищем, где это событие. Вот он нашел туториал. То есть здесь я будем подавать подсказку. Давайте я это все отсюда вытащу. Так. Это. Вот. А это уже сюда перекинем в кастомное событие. То есть сначала мы вызываем show tutorial у виджета, ставим input mode, ставим игру на паузу и добавляем также mapping контекст. Так, ну и вот так скомпилируем. Так, забыл взять ссылку на наш виджет. Так, GetHat виджет еще нужно отсюда вытащить. И чтобы каждый раз мне не копировать, не вставлять эти ноды. Вот у меня есть отдельное теперь событие. Я могу просто вызывать его в нужный момент. Поэтому теперь это можно удалить. Так, и продублировать сюда.
Только тут уже меняем тип подсказки, да, камеру. Ну, давайте запустим, попробуем, посмотрим, что у нас получается. Подойдем к нашему фотоаппарату. Так, что-то у меня все тормозит. Так, берем фотоаппарат. Вот появилась подсказка, именно которая касается фотоаппарата. Нажимаем ОК. Хорошо. И сразу же работает подсказка о том, как достать камеру. Подходим к фонарику. Появилась подсказка о фонарике. Ну и что-то у меня не всегда работает перехват на нажатие клавиши Enter. Ну-ка, давайте тогда смотреть. Будем снова отслеживать. Будем просто через print string. Ну и давайте попробуем. Подойдем к камере. Берем камеру. Нажимаем Enter. Как будто бы фокус не ловит. Не всегда виджет ловит фокус. Да, скорее всего, я просто забыл подключить здесь. Да, вот Input Mode, Widget to Focus. Нам нужно было именно этот виджет подключать сюда. Такое. Так что, скорее всего, print string здесь можно убирать. Ну и теперь давайте еще раз пробуем. Взяли фотоаппарат, нажали Enter, подсказка исчезла, и эта подсказка исчезла. Взяли фонарик, нажали Enter, тут взяли фонарик, тут тоже. Ну и также есть еще подсказка уже у батарейки. Такая вот перезарядка. Ну, в общем, в принципе, система работает, осталось теперь только ее наполнить текстом, то есть наш вот этот словарь наполнить подсказками текстовыми, ну и также придумать какие-то картинки. То есть, скорее всего, уже потом, когда это будет, когда я уже дойду до оформления финального какого-то, да, для демки, тогда я уже там сделаю скриншоты и поставлю их в виде подсказок. Так, ну на этом видео, я думаю, все. Напоминаю всем, что страница игры доступна в Steam, поэтому не забывайте переходить по ссылке и добавлять игру в виш-листы. Релиз игры намечен на конец этого года. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.